Доброе утро. Дубль номер 3. Сегодня у нас арбитражный завтрак с Елизаветой Трахалиной. И Марией Журовой. Будем говорить о спорте. И о спортивном арбитраже. Арбитражный же завтрак. Там сложно, потому что арбитражный же завтрак, да. Я же сказала. Да. Вот почему как-то вот к спорту тебя потянуло? Вот Как вот это так? да, правильно сказано, подтянуло. Если вкратце историю, то со спортом, как спортивным правом, я познакомилась, будучи помощником адвоката Данилевича, который является в том числе, такой маленький пиар, является и арбитром в Международном спортивном арбитражном суде, и к нам пришло дело по защите каноэ. Тогда оно очень сильно прогремело, потому что это было резонансно и нонсенс, когда всю мужскую команду, старшую именно, взрослую команду мужскую отстранили от РИУ, да, белорусскую. И ребята очень сильно готовились, и у нас очень сильная команда по гребле на каноэ и байдарках, они всегда занимают места. И вот их отстранили, притом отстранили из-за того, что они были на сборах во Франции, там нашли пару таблеток мельдония у тренера. Ну, то есть не в организме. У пары из них был допустимая концентрация вот мельдония, а у одного было, ну, чуть выше. Но все равно его потом в последующем тоже оправдали. Вот это был очень долгий процесс защиты в кассе. В Париже отдельно защищали этого спортсмена, который чуть превысил, да, этот рубеж мельдония. И вот все с этого началось. Началось с мельдония, с такого громкого выстрела, началось сообщение с создателем мельдония. Я не общалась прям там по телефону, но вот в переписке, да, мы всегда были в коннекте. Было очень интересно, потому что ты узнаешь не просто право. Просто право, спортивное право, оно тебе не поможет. Ты должен знать прям быть, ну, наверное, таким нормальным медиком, тебе нужно понять, что такое период выведения, о чем, а вообще мельдоний, он там влияет или не влияет, а он там повысит эту результативность, не повысит. То есть очень много не только в сфере даже просто спорта тебе нужно знать, но еще в сфере медицины, Да. препаратов. Да, когда это допинг, антидопинговое нарушение, то, мне кажется, второе образование медик, может быть, какие-то курсы нужно пройти, чтобы понимать что-то элементарное в плане там препарат, как он действует, как он где-то сцепляется, откуда-то выводится, потому что приходится в любом случае, когда тебе что-то говорят, тебе приходится потом за врачом еще гуглить, что он сказал. Ты же ездила в Швейцарию, в Лозанну, да? Да, но уже по другому делу есть. Вот это был такой задел. И я поняла, что это любовь, ну вот, с первого взгляда, да. То есть до этого работая там в коммерческом арбитраже, в суде, это нравилось там разбираться. Но если сравнить, когда ты сидишь с экспедицией, ну или даже с любым коммерческим делом, например, по морковкам у меня было дело. Ну, в принципе, это понятно, потому что ты видишь, что ты что-то меняешь. Именно в Притом серьезно, это не просто деньги, да, как коммерческий арбитраж, деньги, бизнес, а это спорт, это люди, которые выкладываются на неимоверные, наверное, 200% человеческих сил еще, наверное, свыше где-то, и вот ты стараешься им как-то помочь. У меня был вопрос, ну, ты, мне кажется, на него уже отвечала. Занимаешься ли ты спортом? Любительским, да, много где пробую. Теннис. Сейчас меня еще отправили на коллеги на плавание. Я не умею плавать до сих пор. Попробую еще, что такое плавание. Танцы, ну, наверное, это только в детстве. Сейчас я не приверженец. Вот. Ну и, в принципе, все. Так, если поиграть где-то с друзьями в мяч, тоже классно. Я могу сказать, что КАС, он такой очень структурированный сам, и процесс структурированный. Сейчас место расположения пока у них еще в замке. Да, в Лозанне у них есть такой свой замок, это очень так, ты заходишь, как бы замок. С огромными потолками, да? И такими дверями. Да, то есть, ну, там и лестница такая винтовая есть сбоку, ну, это такое классно. Сейчас они, конечно, переедут, потому что не расширяются, но вот у них, и в принципе, как и символ, это вот этот замок. Создавался при поддержке международных организаций спортивных, там, Международного олимпийского комитета, какой-то задел имело Всемирное антидопинговое агентство. И поэтому, когда он только-только создавался, было очень много упреков, что, а может быть, он не совсем независимый, особенно от Международного олимпийского комитета. Но
по прошествии нескольких лет он освободился полностью, в принципе, от какой-то поддержки и влияния, и сейчас он вполне себе независимый орган там, третейского арбитражного разбирательства в сфере спорта. Интересно то, что, да, есть закрытый перечень арбитров, из которых выбирают стороны. Нельзя выбрать какого-нибудь арбитра, который не в этом списке. Нет, не в этом списке нельзя. Не только, чтобы ты был квалифицированным юристом, но чтобы ты был квалифицированным юристом в сфере спорта. Я знаю, когда вот подают заявление именно арбитры, они пишут тоже, составляя свое CV, резюме, пишут, как они работали и связаны со сферой спорта. Такая конфигурация арбитра спортивного предполагает, что он понимает, разбирается, как функционирует отдельный список, и по футбольным делам выбирает отдельных арбитров. Я могу быть в футбольном списке, потому что я играла в футбол. В принципе, они приветствуют, когда в резюме пишется, что... Ты сам... Да, ты сам тоже в какой-то сфере спорта, и не только, ну, две составляющие, да, ты занимаешься этой сферой спорта, как, ну, любительский спорт, например, играл в футбол, там, танцуешь, поешь, еще что-то, и в то же время, в принципе, как-то участвуешь в организации самой федерации. Тебя взяли клерком, да? Да. Клерком в список поместили кассовский. Да. А как... Вот он не находится в открытом доступе, в отличие от арбитров, то есть нельзя открыть и посмотреть, кто же. Что такое ad-hoc-клерк? Помощник председателя состава арбитров. Ну, это либо единоличного, либо председателя, когда их трое. Назначается он довольно редко. Он необходим председателю, когда у него большая нагрузка. Либо, в принципе, он загружен делами, либо дело достаточно сложное, и ему нужно помочь. Поэтому вот как помощник берется помощник. Из списка, да? Из списка, А да. сколько, интересно, в этом списке людей? Я не знаю, ты я не не знаю знаешь? этот список, да, я просто подала документы, и самое главное, что мне не ответили ничего. Какой самый экстремальный вид спорта, который ты пробовала? Или не спорт, А. а, там, например, прыжок с парашютом? Вот прыжок с моста. Да? Да, это было классно. После этого вот в этом году я уже планирую прыгнуть с Уже с парашютом. чего-то другого, С да? парашютом, да. Хотя бы с инструктором? Да, потому что первый прыжок всегда с инструктором. Я сижу, пишу вот это вот очень вежливое письмо, типа, здравствуйте, знаете, я вам там месяца 3 назад уже отправила. Да надо было позвонить, мне кажется. И, может быть, вы мне как бы ответите. И буквально, наверное, через 1,5 часа я стою в магазине, и мне приходит смс-ка, ну, имейл, что да, Мария, поздравляем, мы как бы добавили вас в список, типа, в чем проблема? А сообщить? Ну да. Сообщить такую радостную новость. Ну, то есть это было достаточно... Они проще к этому относятся, чем мы. Интересно, что на сайте это самом не указано. Ну, и в принципе позиция ad-hoc-клерка не указана, и мало кто знает, что она вообще есть. Это такая внутренняя кухня. Ну да, Больше. но на самом деле в других институтах тоже, например, в ICC существует там Tribunal Secretary, но никто не знает, как туда вот попасть, и, наверное, списка просто нет для них. В принципе, всегда за дело играет личное знакомство. Да, да. Вот и все. Как бы, если я адвокат, арбитр, конечно же, я секретарем либо ad-hoc-клерком возьму человека, с которым я работал. Да. А у таких крутых адвокатов всегда есть помощники, стажеры и еще куча просто ребят, которых можно взять. Ну, ты кушай. Ну, я же говорю, потом я поговорю. Ну, и- хорошо. Да. Одно дело, которое я люблю рассказывать, это спортсмен, который пришел и сказал, что мельдони мне подсыпали в самовар. Я просто почему-то обожаю это дело. В чем фишка? Когда у тебя запрещенное вещество внутри находит допинг, спортсмену для того, чтобы снизить вот этот порог изначально 4 года дисквалификации, нужно доказать, допустим, что это непреднамеренно попало, да, определенный продукт, но когда ты это доказываешь, тебе обязательно нужно сказать, как это попало в твой организм. Вот. И когда мы у него спрашиваем, окей, если тебя подставили, ну, попробуй объяснить, как. И была гениальный рассказ, что мы после сборов были в какой-то там бане с русскими и российскими спортсменами, и вот россияне... Конкуренты подсыпали мне мельдоний в самовар. А есть еще тоже очень два интересных дела. Одно было, когда сборная выехала в страну
азиатскую страну, и пошла просто в кафешку пить чай. А потом, когда у них взяли допинг-пробу, у них нашли наркотические вещества, там кокаин. Кокаин, в принципе, спортсмен, ну, чисто теоретически во внесоревновательный период он может его употреблять, но когда идет соревнование, это запрещенное вещество, и концентрация вообще недопустима. Начали разбираться, что да как, и вот спортсмены смогли доказать, что они сходили в кафе, а у них чай, такая традиция в этой стране, в чай добавлять листья коки. И они просто об этом не знали, и в меню это не было так написано. Ну, чай и чай заказали, вот. По итогу им, да, не дали четырехгодичную дисквалификацию. Это же спорт. Вообще спорт никогда не был чистым. Он всегда был допинговый, всегда. И в начале развития там же допинг никто не контролировал. Его кушали просто с бренди, мешали там кокаин, стрипхнин какой-то и просто вливали в себя, особенно велогонщики. Ни один Тур де Франс не проходит без допингового скандала. И вначале, в принципе, почему пошла борьба исторически с допингом, именно из этого вида спорта. Они приезжали, умирали, их там откачивали, а потом вручали медали, что достаточно комично. Могу рассказать новое веяние в Тур де Франс, которое мне очень понравилось. Спортсмен, прежде чем принять участие в Тур де Франс, заполняет допинговый дневник, где вписывает все вещества, запрещенные, незапрещенные, которые он употребляет. То есть все. Это все закрывается, никто не проверяет. Закрывается и помещается в сейф, грубо говоря, организатора. Проходят соревнования, и, допустим, я, как участник, прихожу к организаторам и говорю, мне кажется, что первое место, спортсмен, который занял, он употребил такой-то запрещенный препарат. Открывают его дневник этого первого места, и если в нем указан это запрещенное вещество, то его никто не наказывает. Но если в нем есть в организме запрещенное вещество, он в дневнике не указал, то это пожизненная дисквалификация. Обалдеть! Когда открывают дневник такого спортсмена, все, что указано в этом дневнике, могут использовать другие спортсмены. Их тоже не наказывают? Нет, и не будут их за это наказывать, даже за счет употребления, что там указаны запрещенные вещества и методы. Это такое какое-то новое веяние, новое понимание в том, как можно контролировать хотя бы допинг. Спортсмена тоже нашли одно из наркотических средств, которое было запрещено, и он в кассе доказал, что я до того, как пойти на соревнования, был в клубе, и там целовался с девушкой. Вот, видимо, она принимала наркотики, и как бы мне просто посредством слюнообмена досталось это все. Как нужно было доказывать и как целовать, чтобы в тебя достаточно... Спортсмены. Да, типа вдох у них такой нормальный, да? Так все блогеры делают. Ага, вот откуда эта фишка. Ну, конечно, не сама же я придумала. Кем ты хотела стать в детстве? Врачом детским. Любимый вид спорта? Регби. Если бы ты могла пообедать с любым человеком, кого бы ты выбрала? А можно одной? Только место крутое какое-нибудь. Где-нибудь так в горах, так высоко-высоко. Прям на пике. Можно даже в Непаре. Класс. Хочешь себе двойника? Нет. Какой экстремальный вид спорта ты хотела бы попробовать? Экстремальный? Прям что такое экстремальное? Ну вот хождение по канатам, как ребята делают в каких-то ущельях, небоскребов, но что-то на высоте такое, прыжки со скал. Есть вообще очень такой классный вид спорта, но он не так, чтобы, как вот, например, там теннис, еще что-то, прыжки в воду, но с каких-то вышек, то есть, например, с маяков устраивают, там, либо еще чего-то, вот это вот тоже очень круто. Класс. И любимая книга? Их много. «Бесы», наверное, я остановлюсь, Достоевский. Класс. Почему? Потому что она очень крутая эмоционально, она вся такая завязанная, и ты постоянно в таком напряжении эмоциональном. Круто. Это все. Куда бы ты посоветовала сразу попробовать идти? В какую-нибудь федерацию, да, или все-таки в юрфирму, которая более или менее работает с этим? Но
Скажем честно, я вот не знаю юрфирм, которые работают прям в сфере спорта, да. У нас есть 3 арбитра КАС белорусских, то есть можно, в принципе, попробовать работать с ними, да, как помощником адвоката, потому что это тебе даст возможность не ждать вот этих дел, которые произойдут в Беларуси, но помочь им как помощник в тех делах, на которых они будут назначены. В любом случае ты можешь дорваться, ухватить кусочек этого дела, хотя бы почитать, да, что-то сказать, что-то посмотреть, высказать свое мнение.